Кто здесь? Выскочка! Знай свое место! Господи, за что? Как все достало! Ника! Матронушка, это ты? Я, голубушка. Чего ты мечешься? Уймись, успокойся. Я не могу. Посмотри, во что они здесь все превратили. Они ненавидят меня. Потом ты не знаешь самого главного. Как же мне не знать? Я про тебя все знаю. Ты давай-ка прибери на столе-то. Негоже так оставлять. И не бойся ничего. Помнишь, как мы с тобой говорили? Все будет хорошо. Чудотворец. 10-я серия. Знаки судьбы. Ее чтят и боготворят миллионы. Ее просят о невозможном. Женская заступница, покровительница бездетных семей. Она исцеляла больных молитвой, предсказывала будущее, помогала в решении семейных проблем и конфликтов. Она никому не отказывала в помощи, ни при жизни, ни после смерти. Впервые мы собрали по крупицам разрозненные и малоизвестные факты о жизни великой старицы и шаг за шагом восстановили путь святой Матроны Московской. Это невероятная история о чуде, которому есть место в жизни каждой женщины. Сходня. Район подмосковных Химок. Бывший рабочий поселок, выросший вокруг железнодорожной станции. Место ничем не примечательное. Если бы в декабре 1949 года здесь не обрела приют святая Матрона Московская. Она же точно указала адрес, она знала куда, знала к кому. Это не было случайным выбором. Это Евгений Вестник-младший, сын известного советского актера. Я сюда приезжаю каждый раз, я чувствую что-то, какую-то точку силы. Потому что здесь реально жил вот святой человек. Именно этот адрес и указала святая Матрона. Здесь, на улице Курганной, находился дом, в котором жила семья матери Евгения Вестника, Ники Демидовой. Большую часть жизни Матрона не имела своего угла. Была вечной приживалкой у чужих людей. Избегая преследований со стороны власти, старица часто переезжала с места на место. Порой это случалось всего за несколько часов до того, как в квартиру врывалась очередная проверка. Так и в этот раз. Свой прежний приют в Староконюшенном переулке Матрона покинула за день до ареста хозяйки. Нельзя мне здесь больше оставаться. Против нас всех что-то нехорошее замышляется. Нужно перебираться в Сходню. Там добрые люди меня приютят. Ночью однажды постучали без всяких предупредительных звонков. Здрасте, здрасте. И занесли на жительство святую. Отныне и до конца жизни судьба Матроны будет связана с семьей Демидовых. Эту связь Евгений Вестник не перестает ощущать и сейчас. Про меня, может быть, только потому, что я родился благодаря Матроне. Только поэтому. В доме на улице Курганной в то время жил прадед Евгения Афанасий Демидов с семьей. Работал водителем, воспитывал 3 младших дочерей. 2 старшие к тому времени вышли замуж и жили отдельно. Жена Афанасия, Ульяна, была родом из Себина, Тульской области, землячка Матроны. Возможно, поэтому именно у нее и искала приюта блаженная старица. Они поняли, кого к ним принесли, все они прекрасно понимали, знали. Освободили ей вот эту самую большую комнату в доме, а сами ушли жить в кухню и маленькую комнату.
Лариса Борисова Афанасию Демидову приходится правнучкой. Ее мать своими глазами видела, как для святой обустраивали место в доме на Сходне. Было, видимо, там свита какая-то, которая охраняла ее, загораживала. Поэтому она не рассмотрела всего. Только видела, что ее несли на руках. Принесли в дом, положили, там большая комната была, положили ее туда. Их как-то это самое, сказали, что туда даже вообще заходить нельзя было в эту комнату. Ее кровать стояла вот здесь. Это моя двоюродная бабушка мне шагами отмерила, потому что вход в дом был вот там. И 3 шага нам прямо, налево, она все... Вот место, где кровать Матроны, стояла вот здесь. И она сидела на этой кровати все время. Здесь Матрона и принимала посетителей. Сначала ехали из Москвы те, кому удавалось найти ее новый адрес. Но в июле 1951-го случилось событие, после которого о блаженной старице заговорила вся Сходня и окрестные поселки. Афанасий, Ульяна, все ли здесь? Сейчас позову матушку. Иди скорее Позову домой. матушку. Сейчас, Домой скорее. сейчас. Иди. Матронушка, дорогая моя, ну что ты, я здесь. Сейчас Иришку за молочком пошлем. Афанасий! Потерпите без молока немного. Дома посидите. Господи, Боже мой. Че наш Господи, и жизнь на небесе. Засветится имя Твое, да пребудет. Был обычный погожий день. С утра припекало солнце. Внезапно небо заволокло тучами. Резко потемнело. Поднялся сильный ветер. На Сходню надвигался гигантский смерч. Поселок оказался в эпицентре. Рассказывают о том, что по Подмосковью там ходили смерчи, происходили какие-то другие природные катаклизмы. Один из подобных подмосковных смерчей прокатывается по Сходне, где жила Матрона Московская, и, собственно, производит, соответственно, большие разрушения. Сохранились воспоминания очевидцев. За какую-то четверть часа Сходня превратилась в развалины. Из-за поваленных деревьев по улицам нельзя было пройти, не то что проехать. Треть жилых домов оказалась разрушена. Работа железной дороги парализована на сутки. На улице Курганной, где жили Демидовы, с крыш сорвало железные листы. В соседнем дворе береза рухнула прямо на избу. Хозяева едва успели выскочить на улицу. Ураган обошел лишь один дом – Афанасия Демидова. Ну что я говорила? А все за молоком, за молоком. Тогда-то в поселке и заговорили. Бабушка Матрона, что живет у Демидовых, провидица. Это она спасла дом Афанасия от смерча. Теперь на Курганной улице всегда толпились люди. О Матроне рассказывали чудеса. Что стоит ей взять 2 руками голову больного, пожалеть, и человеку на глазах становится легче. Что ночи напролет она молится за каждого, кто к ней приходит. А крестится так усердно, что даже на лбу у нее ямочка. Если, скажем, вот все время перекрещивать лоб, то почему бы не исключить, что там будет все время ямочка? Что за проблема такая? Или крестик ее. Ничего феноменального в этом нет. В какие-то несколько месяцев в доме Демидовых перебывала вся Сходня. Между тем, внучка самого Афанасия, Ника Демидова, уже несколько лет тяжело болела. Вот мама моя. 36-й год. Вот у меня всего несколько фотографий есть. Здесь Ники нет еще и года. Ничто пока не предвещает недуга. На этом снимке она чуть старше, в окружении всей семьи. Она невозможно была шустрая. Она везде лезла и везде совала свой нос. В 11 лет Ника подхватила ангину. Возникли осложнения. Сначала острая ревматическая лихорадка, заболевание, приводящее к пороку сердца. Почувствовав в себе вот это недомогание, это сердце, это хорея и прочее, она, конечно, была просто в ужасе, потому что она была очень активной, спортом занималась.
Веселая, общительная, Ника переживала, что настоящая жизнь теперь проходит где-то в стороне от нее. Она еще не догадывалась. Болезнь вслед за сердцем поразит нервную систему. Начнется хорея, или, как чаще говорят, пляска святого Витта. Она не могла учиться, она заикалась, она подволакивала ногу, у нее быстро очень уходили силы. Ника утратила способность контролировать свое тело. Она не могла спокойно сидеть, ходить, брать в руки предметы. Мать показывала ее лучшим московским врачам, но те лишь разводили руками. И классическая медицина не могла ей помочь. Она официально была инвалидом. Инвалид в 15 лет. Время первых любовных записок и свиданий. А ведь когда-то ее считали самой красивой девочкой в классе. И еще один врачебный вердикт. Для Ники почти приговор. Она никогда не сможет стать матерью. Слишком слабое сердце. Девочка постепенно погружалась в депрессию. Могла часами ни с кем не разговаривать. Или проплакать день напролет. Что ждет ее дальше? Неужели такое же беспросветное будущее? И это продолжалось некоторое время, пока моя прабабушка не усовестила мою бабушку. Ну как же так, ребенок болеет, а у нас живет святой человек, к ней полстраны в очередь стоит. Привози. Ее привели к ней, и она посмотрела, погладила ее по голове, поговорила с ней и сказала: ну, все будет хорошо, девочка выздоровеет, у нее будет хорошая жизнь. Боишься меня? Да. А ты не бойся. Я добрая, плохого тебе не сделаю. А ты молиться умеешь? Нет. Давай научу. Делай так. Пройдут годы, и ее все чаще будут спрашивать: «Расскажи, что же делала с тобой Матрона?» Ника так и не сможет припомнить ничего сверхъестественного. Они просто говорили. Матрона расспрашивала про ее жизнь, родителей, друзей. В доме деда Афанасия Ника встретилась с Матроной трижды. А в память врезались только ее последние слова. От болезней твоих не останется и следа. Будешь ты здоровая, красивая, сына родишь от известного человека. Правда, быть вам вместе недолго, но ты ничего не бойся. А от меня тебе будет знак. Предсказанию Матроны Ника тогда не поверила. Какое замужество? Ребенок, когда она пройти-то ровно не может. Она не знала. Через несколько дней ее жизнь кардинально изменится. Аншлаги, успех, внимание и любовь публики. Анастасия Волочкова впервые признается: все это она однажды едва не потеряла. В 2001 году во время отпуска балерина получила травму. Ее последствия оказались неожиданными. У меня лопнула барабанная перепонка в ухе. Это случилось на море, в общем, морская история, ужасно все было. И я потеряла слух на 30%. Не услышать в один прекрасный день звуков оркестра и аплодисментов. От одной этой мысли Волочкова приходила в ужас. Едва вернувшись в Москву, она бросилась к врачам. Медики были не на шутку встревожены. Мне доктор говорит: вам надо делать операцию. И ведь действительно я чувствовала, что я не слышу на одно ухо, и музыка звучит, она звучит по-разному. И когда я звонила маме через этот автомат, 2 копейки, я в одно ухо вот так беру трубку, слышу, а в другое слышу, я вообще не слышу, что мне говорит мама. И для меня это было самое страшное, что вот я думала, что вот я мамин голос не услышу. Именно от мамы Анастасия тогда и получила совет – обратиться к Матроне Московской. Вместе они поехали в храм к святой, отстояли очередь, прикоснулись к мощам. Волочкова не просила у Матроны исцеления, только терпения и сил.
Молилась о том, что, Господи, вот Святая Матронушка, вот Бог же дал мне талант, трудолюбие, чтобы я стала балериной. Вот я столько уже радую людей, у меня к тому моменту уже было свое имя, я стала знаменитой, все было. Я говорю, ну как же так, вот у меня вот отнимается слух, все, я не смогу танцевать. В день операции Волочкова отправилась в больницу и прошла последний осмотр у врачей. Просто тряслась вот так, как осиновый лист. Я смотрю, это тетушкин глаза вот так раз. И мама спрашивает, а ну что, давайте, когда уже, давайте уже быстрее сделаем эту операцию, чтобы там, мы могли уже домой поехать, восстановиться и все. Говорит, вы знаете, подождите, говорит, давайте не будем вот мучить организм, потому что мы не понимаем, что произошло, но это, говорит, как сказать, перепонка барабана, она срослась. Как бы все, то есть нету дырки той, которая была вчера. Говорит, мы смотрели, мы можем показать вам снимок, который был. Нету. Медики не верили своим глазам. Анастасия сама не сразу осознала. Она слышит так же хорошо, как до злополучной поездки в отпуск. Волочкова и сейчас уверена, благодаря Матроне Московской в ее жизни случилось чудо. Часто после выступлений она едет к святой возложить цветы на могилу. Я не могу никогда пройти мимо, если я вижу вот в храмах икону Святой Матроны. Я всегда благодарю вот за тот случай. Жители Сходни считают Матрону Московскую своей покровительницей. Ведь именно здесь завершился земной путь святой. Вот эту часовню в честь Матроны построили буквально за год. И вот та икона, которая есть у нас в храме, с частицей мощей Святой Блаженной Матроны, она является действительно местом фактически паломничества. Потому что человек, который приходит в храм, он, можно сказать, идет в первую очередь к этой иконе. И зачастую стоит у нее очень долгое время, зачастую, опять читает акафист около этой иконы, молится и может стоять и час, и два. А вот показать место, где жила Матрона, может далеко не каждый старожил. Семья Демидовых, приютившая когда-то святую, впоследствии переехала. Сейчас от их дома остались одни руины. Наверное, я один из немногих, если не единственный, кто остался с информацией точной, где Матрона провела свое последнее время. Но вот что удивительно. Фундамент дома на улице Курганной не поддается разрушению, будто сама святая хранит его. Неумолимое время, которое отнимает у нас людей, сжигает дома, рушит какие-то постройки. Но вот ничего не может сделать вот с этим столбиком от фундамента того дома, который был построен еще моим этим прадедом. Чего они только не делали. И ломом пытались после пожара снести и выкопать, и не получается. Не дает Господь вот убрать это основание этого дома, чтобы лишний раз подтвердить, что вот здесь это было. Это место хранит память и о чуде, которое произошло здесь с Никой Демидовой. После того, как девочка побывала несколько раз у Матроны, ее болезни понемногу стали отступать. Прошел порог сердца, и прошел ревматизм, и прошла хорея, самое главное. Потом врачи хотели ее просто в медицинском цирке показывать. Бабушка уже сказала, оставьте моего ребенка в покое. На этом снимке 1951 года 15-летняя Ника спустя несколько месяцев после встреч с Матроной расцвела, сменила косички на взрослую прическу. А главное, во взгляде появилось что-то новое, неуловимое, особый магнетизм, который на протяжении всей жизни будет притягивать к ней людей. Последний дар святой. Она была какая-то задумчивая, знаете, такая светлоглазая, светловолосая, какая-то таинственная. В ней какой-то был покой, она какая-то Мадонна была, знаете. В ней чувствовала, знаете, в хорошем смысле какая-то порода. Сама Ника еще не осознает изменений, которые с ней произошли. Пока она просто девушка с окраины. Когда-то до болезни мечтала стать актрисой. Но сейчас надо наверстывать упущенное. Она жила в очень бедной семье. И
Ну, вот то, что она решилась пойти в театральный вуз и закончила его по классу гримера, это может говорить только о том, что она стремилась к этому, но не видела, не ощущала в себе сил для того, чтобы вот что-то сделать. После училища Нику распределили в Московский театр сатиры. Она не могла поверить своему счастью. Вокруг настоящие небожители, кумиры всей страны. Татьяна Пельцер, Ольга Аросева, Анатолий Попанов. И теперь в их успехе будет крошечная доля ее труда. В 1954-м в труппе появился новый актер. Молодой, но уже заявивший о себе Евгений Вестник. Поэтому, когда Евгений Яковлевич появился в театре сатиры, это, конечно, было большое событие, потому что в него все влюбились абсолютно, совершенно сразу, потому что умен, остроумен, добрый, умный человек. Впереди у него кинороли, которые запомнит вся страна. Позвольте поцеловать ручку. Что? Позвольте поцеловать вам ручку. Благодарю вас. А пока Вестник – первый в Советском Союзе исполнитель роли Остапа Бендера. Театральный исполнитель. До знаменитой экранизации «12 стульев» с Арчилом Гамиашвили и Натальей Крачковской еще 15 лет. И вот он, когда вышла только картина, через какое-то определенное количество лет мы с ним встретились, и он мне говорит: вот, я играла Остапа на сцене, вот если бы ты была моей Грицацуевой. Я говорю: Женечка, он говорит: да, в разное время мы с тобой жили, временно не сошлись. Я говорю: ну сейчас, Жень, давай сыграем Остапа Бендера и мадам Грицацуеву на пенсии. За обаятельным актером шлейф любовных историй. В театре все знали, у Вестника бурный роман с Лялей Черной, звездой театра «Ромен». Скажи ты мне, что любишь меня. Цыганская романтика неудержимо влекла Евгения. Как-то во время гастрольной поездки по Грузии актер отстал от поезда и оказался один на железнодорожном перроне. Дежурный по вокзалу города Гори сообщил пассажиру в пижаме: следующий поезд в Тбилиси завтра вечером. Как быть? Народный артист России Сергей Еремеев более 20 лет служил с Евгением Вестником на сцене Малого театра. Эту историю он не раз слышал от самого Вестника во время дружеских застолий. Че, пришел, я увидел табор. Я понял, что не отсюда не выбрать. Я вижу, табор стоит там недалеко-то. Ну, еще надо знать характер Евгения Яковлевича. И он пришел и сказал, говорит, что где тут у вас ворон-то? Как он называется? Он говорит: вот. Он говорит: здрасте, я муж Ляли Черной. Это решило все дело. Популярность цыганской королевы творила чудеса. Уже через 15 минут актер продолжил свой маршрут в персональной машине, одетый с головы до ног. Шляпа, костюм, галстук, туфли и даже часы. Цыгане дали ему в дорогу внушительную сумму денег. Приворожило не иначе, шепчутся за кулисами театра сатиры. Как еще объяснить, почему Вестник оставил молодую жену, актрису Клавдию Шинкину, и готов на все ради Ляли, которая на 14 лет его старше и сменила уже 3 мужей? Однажды в театре отмечали очередную премьеру. Собрались ведущие актеры. В их числе и Евгений Вестник. Под руку с ним шла какая-то блондинка лет 20. Дамы в компании переглянулись, начали шептаться: почему нет Ляли? И кого это привел Вестник? Что за юная красотка? Откуда? Да это же наша новая гримерша. Демидова, что ли? У Вестника новая пассия. Какой будет удар для его цыганки? Сенсация моментально облетела закулисье. Но удивление это вызывало, потому что все-таки Женя, несмотря на всю его живость характера и так далее, он был очень значительной фигурой, он фундаментальный. На следующий день Нику Демидову в театре сатиры провожают недобрыми взглядами. В гримерку как бы невзначай заглядывают примадонны. Своими глазами посмотреть, на кого это Вестник променял Лялю Черную. Тут же рождается анекдот: на Нику Белую. И, конечно, они считали, что то, что он ушел к гримерше, это было, ну, его каким-то поражением, что ли. Ну, в общем, они
Осуждали, не осуждали, ну, пренебрежительно они относились, конечно, к тому, что он ушел в гримерш. Такое пристальное внимание неприятно Нике. Сначала девушка даже избегает Вестника. Ей ли, вчерашней инвалидке, соперничать с цыганской королевой? Чего доброго, пустит в ход колдовство. Но ее новый поклонник настойчив. В буквальном смысле не дает Нике прохода. Блистательный, прекрасный, невероятный Ники. Тоже мне звезду выискал. И на нее нельзя было не обратить внимания. Я не знаю, там, что там сейчас помнит, не помнит ее сторожевой театр. Ну, в любом случае, она была очень ярким человеком. Роман Ники Демидовой и Евгения Вестника развивался стремительно, на глазах у всего театра. Все свободные вечера он проводил с ней. Водил в рестораны, заваливал цветами и подарками. Внимание известного актера льстило Нике. Да и перед его обаянием устоять было невозможно. Евгений без конца острил, бывало, разыгрывал целые спектакли для нее одной. Он входил, то все замолкали, потому что тут уже был только один солист. И не потому, что там он не давал говорить, потому что просто хотелось его слушать. Феерия закончилась внезапно. Ника поняла, она скоро станет матерью. Новость, как гром среди ясного неба. Ведь совсем недавно врачи уверяли, забеременеть она не сможет. Иметь ребенка всегда казалось для Ники невозможным счастьем. Но ведь их роман с Евгением только начался. Она и сама не понимала, действительно ли он влюблен или просто наслаждается очередной победой. До Ники доходили слухи. Ляля Черная сильно переживает измену своего молодого любовника. Говорили и другое. Евгений несколько раз являлся утешать пылкую цыганку. Бабушка мне рассказывала, что эта Ляля Черная его очень любила. Мать Евгения Вестника тоже с симпатией относилась к Ляле. А новую девушку сына сразу приняла в штыки. Красноречивые свидетельства их отношений – вот этот фотоальбом, сделанный уже в начале 60-х. Она была очень, после Ляли Черной, молодая девчонка. Нет ни одной маминой фотографии. Это о чем-то говорит? Бабушка делала альбом. Вот длина моего тела есть, ширина моей ладони есть. Вот она там что-то записывает про меня. А мамы нет. Папа есть. Но тогда, в первые месяцы беременности, о счастливом исходе родов Ника могла только мечтать. Врачи не раз предупреждали, ее сердце вряд ли выдержит. Между тем, будущий отец ребенка до сих пор не сделал ей предложение. На нее косились в коридорах театра. Обратиться за советом не к кому. Ника была в отчаянии. Кто здесь? Выскочка, знай свое место! Господи, за что? Как все достало! Ника! Матронушка, это ты? Я, голубушка. Чего ты мечешься? Уймись, успокойся. Я не могу. Посмотри, во что они здесь все превратили. Они ненавидят меня. Потом ты не знаешь самого главного. Как же мне не знать? Я про тебя все знаю. Ты давай-ка прибери на столе-то. Негоже так оставлять. И не бойся ничего. Помнишь, как мы с тобой говорили? Все будет хорошо. Было или померещилось? Ника не сразу пришла в себя. Спокойствие внезапно вернулось к ней. Она вспомнила Матрону.
свои встречи с ней. Старушка ведь и правда говорила ей когда-то: «Встретишь известного человека, сына от него родишь». Может, сбывается предсказание? Матушка Матрона, помолись о нас, чтобы Господь Россию от гиены спас. Это молитва, что называется, из народа. В церковных сборниках такого текста нет, но жители села Себино, родины Матроны, исполняют песнопение и в храме, и дома. Вот и Людмила Сифарова живет с именем Матроны в душе. Иначе она и представить не может, ведь святая когда-то предопределила судьбу ее родителей и ее самой. Мы ее любим все, как мама родная. Она нам помогает, здоровье дает, терпение. Евгения Ивановна Сифарова, мать Людмилы, долгожительница. Ей уже 90. Мам, на, сачку попей. Ты у нас умница, боец. Она говорит, я еще плясать буду. Боевой характер у нее с юности. В свои 15 Евгения Сифарова не побоялась сесть за руль трактора. Мама работала на тракторе, пахала поля там. Раньше войну прям вот именно. Вот. Даже перед войной. Она трактористкой у нас работала. У нее где-то и корочки, все. В 45-м мужчины стали возвращаться с фронта. В селе одну за другой играли свадьбы. А вот на долю Евгении жениха так и не нашлось. Все перемены в жизни ушла из трактористок в продавщицы. Однажды к ней в магазин зашла Ксения Сифарова. Сестра Ксении была женой одного из братьев Матроны. И Евгения решила попытать счастье. Когда Ксения поехала к Матронушке в Москве, в Москву, она: Ксения, ну ты там спроси про меня, когда же я замуж-то выйду, мне 24 года. И спроси, с кем же я старость буду доживать. Ксения выполнила просьбу односельчанки. Навестив Матрону в Москве, задала Женин вопрос. Матронушка говорит: да, звать у нее жениха-то Коля, Николай. Он далеко, очень далеко, в Японии, на Курильских островах служит. Вот. Придет скоро. Это ее муж. А старость она будет доживать с Людмилой. Не прошло и нескольких месяцев, как в Себино вернулся с войны Николай Сифаров, троюродный брат той самой Ксении, что привезла предсказание от Матроны. Он был в армии, служил, начал отпустить на этом, на Владивостоке где-то. Их не отпускали тогда, война была, а заменять неким. Его и держали там 6 лет. Папа пришел с фронта, они, магазин, деревня, что там, и клуб маленький был. Они познакомились, он приехал свататься, она еще за его не хотела идти замуж. Красивый отец был, кольца, усы в 2 кольца, с армии пришел, красавец. Запряг лошадь, взял гармониста, посадил и поехал. Ну что делать? Согласилась, пойду. А он хороший, он какой, смотри. Интересный. Так исполнилось предсказание Матроны. Евгения вышла замуж за Николая. У Сифаровых родился сын, потом одна за другой 3 дочери. Людмила старшая. Она и взяла на себя заботы о престарелой матери. Все, как говорила святая. Евгения Сифарова уверена, Матрона, оберегавшая ее всю жизнь, также будет беречь ее детей и внуков. Вот она нас как учит, чтобы читали молитву с утра и на ночь, утреннюю, вечернюю, водичку святую пили, и чтобы Матронушка нас оберегала. Она каждый день молитву читает за всех родных. Матронушку просит, чтобы у всех все было хорошо. Теперь она Ника Вестник, законная жена известного актера. Все как в старой сказке. Гадкий утенок превратился в лебедя. Евгений, едва узнав о будущем ребенке, повел Нику в ЗАГС. Сразу после свадьбы она уволилась из театра сатиры. В июне 1959 года родился сын Женя, Евгений Вестник-младший. Чудо, на которое до встречи со святой Матроной
Ника не смела и надеяться. Я благодарен ей за то, что я появился на свете, потому что, если бы мама не встретилась с ней, если бы она не помогла маме, то вряд ли я бы родился у женщины с пороком сердца, прихрамывающей, заикающейся и не закончившей школу. Поэтому вряд ли бы на нее посмотрел мой папа, и вряд ли бы все это могло произойти. Поэтому я низко склоняю голову. На этом снимке молодые мать и отец буквально светятся счастьем. Начало их совместной жизни было безоблачным. Вестник своими руками соорудил деревянные решетки на окнах для безопасности ребенка. Лично поил сына рыбьим жиром, чтобы рос здоровым. Жену в буквальном смысле носил на руках. Сокрушался. Слишком уж ты худенькая. Знал ли актер, кому он обязан своим семейным счастьем? Скорее всего, да. Она была послана ему просто, знаете, Богом надо было, чтобы это произошло, очевидно. Он так считал сам, он даже говорил об этом. У него не было времени ходить в церковь и молиться там, и читать псалмы, всякие молитвы. Но он был истинно христианин, с Богом в душе человек, понимаете? Папа носился с этой семьей, со мной, вообще он носился просто колбасой. У него родился первый, я же достаточно поздний ребенок, он 23-го года рождения, а я родился в 59-м году. 36 лет ему уже, мужчина, 36 лет, первый ребенок. Идиллия продолжалась 5 лет. Но вскоре Ника стала замечать. Муж уже не спешит после спектакля домой, как раньше. Он все чаще задерживается в компаниях, а бывает является домой и под утро. Приносилась водка, закуска. И в каждой гримерной сидела компания. Там, в одной в голове Вестник, в другой в голове, Горбатов, Любезнов. В каждой гримерной разные. Там, где у кого гримерные, что такие подписанные гримеры. И там, там пили водку, там пили. Вот эта жизнь была театральная. В этой стране были женщины, не без этого. Мне, пожалуйста, Евгения Яковлевича. Кто спрашивает? Его жена. Жена? А он что, женат? Женечка, признавайтесь. Летом 1964-го малый театр, в котором теперь служит Вестник, на гастролях в Крыму. Ника с маленьким Женей наслаждаются морем. Здесь и произошла встреча, которая кардинально изменила жизнь Ники. Мама с Александром Прохоровым познакомилась в Фаросе на пляже. Это было при мне. Спартак там отдыхал летом, а мама была при папе. Там были гастроли малого театра. И они познакомились на пляже. Как-то я показал папе танки, которые мне нарисовал дядя Саша. Он говорит: какой дядя Саша? Я ребенок, мне 4,5 года. Я говорю: дядя Саша. И пошло-поехало. Ой, ужас какой. Я сам дедушка уже, и сейчас вспоминать это стыдно. Дядя Саша, которым так настойчиво интересовался Вестник, футболист Александр Прохоров. Будущая звезда московского «Спартака». А пока рядовой, никому неизвестный спортсмен. К тому же на несколько лет младше Ники. Влюбилась в этого спортсмена, то, видимо, в этот момент у нее что-то выстрелило. В 1964-м Евгений Вестник уже настоящая звезда. На него оборачиваются на улицах. Его все чаще приглашают в кино. Уйти от мужа, о котором мечтают тысячи, после 7 лет брака, остаться без работы, жилья и поддержки с 5-летним ребенком на руках – это был безрассудный поступок. Но Ника его совершила, потому что была не на шутку влюблена и уже чувствовала в себе особую силу, которая, она не сомневалась, поможет преодолеть все. Фамилию Вестник Ника сменила на Прохорову. А в театральном мире разошелся свежий анекдот. Жена Вестника променяла артиста на футболиста. Она единственная женщина, которая встала и ушла от папы. Он это всегда помнил, все это было неприятно. А она всегда была готова к эксперименту, она готова всегда была что-то новое начать, куда-то пойти, поехать, сделать. Ничего не боялась вообще. Ничего, никого. Заступничество святой Матроны часто ищут люди с проблемами в личной жизни.
Москвичка Ирина Ипатова – одна из них. В прошлом у нее неудачное замужество и очень тяжелый развод. Это был мучительный какой-то вот просто адский, да, вот такой вот брак, могу так сказать в прямом этом смысле слова. Мне было настолько больно, и я, если честно, уже не то, что уже опускала руки, да, у меня не было шанса, ну, как бы уже верить я совершенно как бы не могла. В таком состоянии Ирина и пришла впервые в Покровский монастырь. Возле раки с мощами святой на душе немного отлегло. Ирина вдруг осознала, где-то недалеко есть человек, который сможет сделать ее счастливой. В беседах с Матроной она рисовала образ своей второй половинки. Как он будет выглядеть, что скажет при знакомстве и даже как сделает предложение. Оставалось немногое – найти его. Я пообещала, что если Матронушка мне поможет, то я буду помогать людям. Я буду ходить, и те люди, которые далеко сами не могут приехать, буду носить их записочки в храм. С Алексеем Ипатовым она встретилась ровно через 8 месяцев. Согласилась вместе с подругой сходить на вечеринку. Знакомство было случайным, но только не для Ирины. Девушка сразу поняла – это он. Говорят, есть любовь с первого взгляда, да, вот тут вот была вот именно любовь с первого взгляда. Алексей вел себя именно так, как она представляла. Был внимательным, деликатным, проводил домой. Ирине тогда показалось, он тоже ждал этой встречи. Какой-то знак в любом случае был. Может быть, просто я, когда именно самая первая встреча с ней произошла, может быть, я его как-то особо и не ощутил. Но в процессе общения с ней это чувство, этот знак, можно сказать так, он усиливался и увеличивался, и в итоге он перерос как бы в очень глубокие чувства у меня к этой женщине. Лишь когда они поженились, Ирина решилась рассказать Алексею о том, как все было на самом деле. Призналась, эта святая Матрона помогла ей разыскать его. Через мои слезы, да, через мое горе я встретила действительно настоящего молодого человека, которого я хотела, о котором, можно сказать, мечтала. Каково же было удивление Ирины, когда она узнала. В Покровском монастыре они с Алексеем ходили разными тропами. Все это время молодой человек тоже обращался к Матроне с такой же просьбой – встретить свою единственную. Я просил образ определенного человека. И, соответственно, когда я встретил свою супругу, я сразу понял, что это именно этот образ, который, действительно я просил. Тогда Ирина поняла. Пришло время выполнить обещание, которое она когда-то дала Матроне. Сейчас семья Ипатовых продолжает ездить в Покровский монастырь. Но просят уже не за себя. Именно прошу за тех людей, которым действительно нужна помощь, а нет возможности приехать. В день Ирина Ипатова получает по 15-20 писем. Люди с разных концов России делятся с ней своими бедами. А она распечатывает их записки и несет к мощам Матроны. Одна девушка, женщина уже достаточно в возрасте, да, ей 39 лет, долго не могла забеременеть. Спустя какое-то время, как я отнесла записочку, помолилась, отдала молебен, в скором времени, через 6 месяцев, та самая девушка написала, что она теперь у них получился ребеночек. Ирина и Алексей и сами со временем надеются стать родителями. Очень часто случается так, что люди отчаиваются, им уже ничего не хочется, да, не работать, не учиться. Произошла какая-то жизненная ситуация, да, получился какой-то развод. И люди не могут себе найти место, да. Не надо отчаиваться, надо продолжать идти дальше, молиться, верить, и по молитвам действительно совершаются чудеса. После развода с Евгением Вестником Ника, на удивление, быстро справилась с материальными проблемами. Найти работу, решить квартирный вопрос с ее характером не составило труда. Умела общаться. Она с любым человеком могла заговорить, взять телефон или назначить встречу. Или понимаете, связи у нее заводились, знакомства, перерастало, может быть, в дружбу. Тогда Ника еще сама не знала о том, что обладает и другими способностями, не имеющими ничего общего с обычной житейской смекалкой.
Сентябрь 1972-го. Сочи. Последние дни бархатного сезона. Впервые Ника проводит отпуск в одиночестве. Семья осталась в Москве. Муж Александр Прохоров, их маленькая дочь Оля, сын Женя, 13-летний подросток. 30 сентября, в ночь накануне вылета, Нике вдруг стало тревожно. Одолела бессонница. Уснуть она смогла лишь под утро. И приснился ей странный сон. Птица билась в клетке. Ника пыталась выпустить ее, но замок клетки намертво заклинило. А потом она увидела Матрону. Не торопись, Ника. Не время ей лететь. Пусть посидит пока. Беспокойство не отпускало Нику. Она чувствовала, Матрона приснилась ей неспроста. Повинуясь внезапному порыву, она поехала в аэропорт и сдала билет на самолет. В Сочи вернулась в растерянности. Голова шла кругом. В Москве ее ждут муж и дети. Следующий рейс только завтра, ночевать негде, денег в обрез. Она еще не знала. Самолет рейсом 1036, на который она только что сдала билет, рухнет в море в 10 километрах от берега, не набрав и 300 метров высоты. От удара об воду корпус полностью разрушится. 109 человек пойдут на дно вместе с обломками авиалайнера. Спастись не удастся никому. Никому, кроме нее. Но ты ничего не бойся. А от меня тебе будет знак. Она действительно получила знак. И уже не в первый раз. Теперь Ника осознала окончательно. Матрона продолжает заботиться о ней. Ведет ее по жизни. Благодаря святой она открыла в себе уникальный и мощный дар интуиции. Я с ней летал, просто я знал, что если мама со мной, то все, это значит не страшно. Ничего не будет. В другой раз во время ремонта из ее квартиры исчез мешочек с драгоценностями. Семья сбилась с ног в поисках пропажи. Ника в это время жила на даче. Вечерами разводила огонь в камине. Однажды в ликах пламени привиделась ей Матрона, предсказавшая: «Не волнуйся, все будет хорошо, мешочек твой с камушками найдется». И однажды я 2,5 месяца спустя я поехал в гараж, в котором я часть строительного мусора подсыпал для въезда, более комфортного въезда в гараж. И я приехал, и он лежит. Прямо вот около въезда лежит на солнце, блестит этим золотом. Друзья и близкие недоумевали, откуда в Нике эта способность. Ясновидение, гипнотический дар, колдовство. Это Матрона, которую, конечно, она ее сопровождала по жизни. Матрона – это то что-то высшее, непонятное людям, которые сопровождают всех, наверное, кого она касалась. Чем старше она становилась, тем чаще вспоминала свои детские встречи с Матроной. Возможно, понимала, что силу характера и способность предвидеть события получила в наследство от провидицы. Матрона будто научила Нику читать скрытые от обычных людей приметы и знаки. И Ника смогла воспользоваться этим талантом. Она всегда верила в себя, ничего не боялась. Ведь так ей велела в детстве Матрона. Святая, подарившая ей незабываемую судьбу и способность побеждать в любых ситуациях.